Срочные новости этого дня. Певицу Лайма Вайкуле задержали сегодня утром в Москве, в бывшем центральном офисе известной певицы. Стало известно, что Лайма Вайкуле незаконно приехала в Россию, чтобы продать свой бизнес. Это сеть меховых салонов, сеть парикмахерских и 4 гостиницы в Москве и Подмосковье. Помимо этого появилась информация, что Лайма Вайкуле могла быть связана с Аллой Пугачевой. Известная артистка попыталась перевести крупные финансовые средства себе за рубеж и на счет Аллы Борисовны. Однако бдительные сотрудники комитета и полиция не допустили преступных действий. Лайму Вайкуле арестовали в банке и доставили на допрос. В связи с тем, что весь бизнес Лаймы Вайкуле находился на территории России, он больше не будет принадлежать известной артистке. По всей вероятности, вся прибыль от бизнеса пойдет на укрепление государства, национализацию и социальные нужды. 2 дня назад в Украине пропала известная певица София Ротару. Близкие и родные Софьи Михайловны забили тревогу и начали поиски. К сожалению, подтвердились самые мрачные опасения. Спустя 2 дня поисков Софью Михайловну Ротару обнаружили лежащей на полу в подвале жилого дома. Оказалось, что известная певица по причине СВО получила тяжелое ранение, не смогла добраться до дому и лежала в подвале. София Михайловна Ротару была госпитализирована. Состояние здоровья средне-тяжелое. Отметим, что за последнее время Софья Михайловна Ротару пережила немало семейных трагедий. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще год назад ушел из жизни ее родной внук. Еще 2 года назад внук Софии Ротару Анатолий был криминальным авторитетом. В то время имя внука Ротару гремело по всей стране и ближнем зарубежье. Внук Софии Ротару обвинялся в нескольких нападениях и тяжких преступлениях. В итоге, в результате суда, который состоялся в Соединенных Штатах Америки год назад, внука Софии Ротару приговорили к высшей мере наказания. Отметим, что в подобной ситуации на данный момент находится и сын Натальи Королевой, которого также ждет высшая мера. Стала известна дальнейшая трагическая судьба известного певца Прохора Шаляпина, которого несколько дней назад отправили на СВО, а Прохор Шаляпин сильно провинился. Он без разрешения покинул свою группу и попытался перейти на сторону другой страны. На данный момент Прохор Шаляпин в связи с ранением находится в больнице, однако его ожидает весьма незавидное будущее. По последним данным, Прохор Шаляпин, который обвиняется в нападении на Александру Пахматову, конфликте с Андреем Белоусовым и других преступлениях, а также попытке перейти на другую сторону, может получить самое высшее наказание в нашей стране. Это 25 лет лишения свободы. До начала суда еще далеко, однако стало известно, что после выздоровления, выхода из больницы, Прохор Шаляпин будет направлен в следственный изолятор. Печальная новость поступила из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром во Франции во время отдыха на горнолыжном курорте Куршавель трагически погибла молодая российская певица, дочь известной советской певицы Валентины Легкоступовой Анетта. По данным зарубежной прессы, дочь Валентины Легкоступовой упала с горнолыжного подъемника с высоты в несколько метров. В кабинке она находилась одна. Муж певицы в это время находился в гостинице. Сотрудника комитета и известного артиста российского балета Николая Цискоридзе в связи с улучшением здоровья перевели на стационарное лечение. Это очень приятная новость, ведь совсем недавно у Николая Цискоридзе было обнаружено онкологическое заболевание. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.